Всем привет! Это двухсерийное видео о том, как правильно сделать планировку для своей квартиры или дома. В первой серии я вам расскажу, от каких ментальных проблем вам необходимо избавиться, прежде чем вы начнете работать над планировкой для своего дома. И во второй серии я вам дам уже конкретную пошаговую инструкцию, которая поможет вам создать дом вашей мечты. Первая ментальная проблема, от которой необходимо избавиться, прежде чем вы начнете думать над своей планировкой, это повторюшничество. Не нужно смотреть, кто там как в этих интернетах делает, например, кабинеты на балконах. Вот привыкли вы с ноутбуком лежать в кровати, вот комфортно вам так. Не нужно себя ломать, как-то и перестраивать. Может быть, если вы там сделаете кабинет, вы все равно будете лежать в кровати с ноутбуком, но уже имея кабинет на балконе под боком, совершенно которым не пользуетесь. Или, например, насмотрелись вы на то, какая красивая гостиная у ваших друзей и хотите сделать себе так же. Но у вас двушка. И если у вас двушка, то лучше все-таки сделать одну изолированную комнату для родителей с нормальной спальней, а другую комнату посвятить детям и обеспечить тем самым всем жильцам этой квартиры комфортные условия существования. А с гостями уже встречаться где-то в другом месте, в парке, в ресторане или, например, у себя на кухне. Что касается кухни, здесь тоже есть свои варианты планировок, и они очень разнообразны. Вы, например, можете не любить традиционные российские застолья, когда хозяйка 2,5 дня вот так вот крутится, чтобы накормить всех, а потом еще за всеми убрать. Это очень тяжело. Может быть, для вас комфортнее будет формат американских посиделок в стиле «Вечер 500 пельменей», когда все гости приходят на кухню и все вместе лепят эти пельмени с креветками, например, и в процессе лепки общаются, и в каком-то вот таком неформальном потоке происходит больше шуток, больше веселья. Это сплачивает коллектив, и это совершенно другой формат. Это требует совершенно другой планировки. Это не большой круглый стол, это уже большая рабочая зона. В общем, прежде чем приступать к планировке, вы должны спросить себя, а что действительно нравится мне, а как именно я хочу жить. И не смотреть, как делают там что-то в интернетах или как решили для себя сделать ваши друзья. Вам нужно спросить себя, что нравится вам, и ориентироваться только на это. И это будет самым лучшим вариантом. Вторая проблема, от которой необходимо избавиться, это захламлюшничество. Это неумение расставаться с хламом, который уже давно не нужен, поломан, и от которого уже давно пора бы избавиться, раздать друзьям или сдать в детский дом. Там он нужнее. И здесь вы должны прежде всего работать над собой, задать себе глубокие, на самом деле, и волнующие вопросы по поводу этого хлама, с которым вы не можете расстаться. Если посмотреть на эту проблему рационально, то попробуйте посчитать, сколько квадратных метров на площади вашей квартиры занимает хранение. Потом перевести эту цифру в стоимость квадратного метра жилья в вашем городе и посчитать, во сколько денег вы тратите только на то, чтобы ваши вещи были рядом с вами постоянно. Подумайте, есть разные сервисы, которые позволяют вам выбирать специальные капсулы, например, или боксы, где вы можете хранить какие-то сезонные вещи, которые не обязательно должны быть всегда под рукой, но которые нужны, там, например, шины или велосипед. И здесь уже не дизайнер должен работать, впихивая невпихуемое в вашу квартиру, а вы со своим внутренним миром. И когда вы все-таки сможете преодолеть вот эту проблему, вы вздохнете полной грудью, вы почувствуете, как же классно, когда можно дома спокойно сделать зарядку, потанцевать и не ждать, что тебе со шкафа упадет какая-нибудь коробка, когда вы идете спокойно по квартире и вы не ударяете мизинец, а какой-то сундук с каким-то старым хламом. Когда у вас есть много места, много пространства для жизни, это совершенно другое чувство. Некоторые психологи даже говорят, что это один из способов выхода из депрессии. Попробуйте выкинуть хотя бы
начать хотя бы с маленького и выкинуть хотя бы небольшое количество вещей, и вы уже почувствуете легкость. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите продолжение этого ролика, вторую серию с пошаговой инструкцией по планировке. Еще больше советов вы можете увидеть у меня на YouTube-канале или в Инстаграме.